Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Юливир. В этом видео мы будем делать тело нашему кролику. Голова и конечности уже полностью у меня просохли. И единственный момент, который я не показала, это я покрыла их лаком. Лаком для дерева прозрачным, универсальным. Но он не совсем прозрачный, он немного желтеет. Потому что иначе краска сильно сходит с фигурки. Вот они, конечности наши уже готовые. Прикладываем конечности к эскизу. Убедились, что все они по размерам соответствуют. Все наклоны у нас соблюдены. И теперь беру голову и загибаю проволоку в виде петли. То же самое делаю на ножках. Приготовлю себе небольшой кусочек пенопласта и сразу вставлю в него ножки. Делаю это для того, чтобы, когда я буду соединять ножки и голову, у меня ножки оказались на необходимом уровне. Чтобы не получилось, что одна выше, другая ниже, и по итогу я не смогла их вставить в подставочку. И сразу же примеряю по подставочке, чтобы расстояние между ножками было подходящим. Беру проволоку, продеваю ее в петлю, исходящую из головы, и немного перекручиваю. Дальше концы проволоки я вдеваю в петельки, которые у меня в ногах. Очень тщательно проверяю, выравниваю хорошо голову, ножки, чтобы у меня размер был кролика тот, который мне необходим. Затем, все тщательно измерив, я загибаю остатки проволоки. Лишнюю отрежу, чтобы она мне сейчас не мешала. И кончик, который остался, перекручу. Итак, ножки на месте, теперь можно приступить к ручкам. Ручки на эскизике согнуты, а я их сейчас буду крепить в прямом состоянии. То есть я ищу приблизительно середину бедра, примерно на этом месте должны быть ручки. Делаю петельки. Опять же беру довольно-таки длинненькую проволоку. И прикручиваю ее к основанию шеи. При этом небольшой кончик я оставляю, чтобы потом при помощи него зафиксировать проволоку, чтобы она не двигалась. Прикрутила, максимально подняла. И тот вот кончик, который я оставила, я перекручиваю вокруг каркаса туловища. Дальше, уже опираясь на эскиз, я ищу и загибаю проволоку на уровне плеча. И дальше продеваю
проволоку в петельку. Опять же нахожу необходимый уровень расположения руки, так чтобы ладошка была на середине бедра. И оставшуюся часть проволоки загибаю и обкручиваю ручку обратно. Лишнюю отрежу. Еще раз согну плечико, проверю, на месте ли моя ручка. Тут у меня болтается остаток проволоки, я ее перекручу наверх. И точно так же я поступлю со второй ручкой. Не забывая о том, что плечи у меня не на одном уровне, соответственно, вторая ручка, та, которая с яйцом, будет чуть-чуть выше. И я вот забыла, что одно бедро у меня немножечко приподнято. Я изогну сверху в бедре проволоку и обязательно проверяю, чтобы основание ножек ступня осталось на том же уровне, на котором была. Итак, снова беру кусочек проволоки, в этот раз небольшой. У меня очень мягкая проволока, поэтому мне нужно усилить каркас. Я эту проволоку обматываю вокруг ножки. Кончики обязательно хорошо подворачивать, чтобы потом они нигде у нас не вылезли и не мешали. И то же самое я делаю со второй ножкой. Тоже беру проволоку и делаю более крепкий каркас. И обязательно все время проверяю, чтобы ножки были на одном уровне. Дальше то же самое делаю с ручками. Сначала я проволоку обмотаю немного вокруг тела, а затем оборачиваю ручку. И также вторую. Каркас готов, можно приступить к созданию объема при помощи синтепуха.
Я пересела за другой стол, потому что я не хочу, чтобы ручки моего кролика стучали об стол, так как он у меня уже крашеный. Я специально сделала так, чтобы ту часть, которая может удариться об стол, у меня свисала. Беру кусочек синтепуха, прикладываю его к туловищу, беру нитку и просто обматываю. Тело я буду валять, но прежде чем начать валять, мне нужна какая-то основа, к чему приваливать. Поэтому я сначала просто этот синтепух обматываю вокруг каркаса, чтобы он крепко держался на нем. Нитку я даже не завязываю, просто обмотала и затянула немножко и оставила в таком положении. Дальше беру иглу для валяния. Игла маленькая здесь совсем будет неуместно. У меня большой нет, у меня универсальная 38 или 36 приблизительно. Беру синтепух и начинаю приваливать его уже к тому синтепуху, который я привязала. Весь процесс не буду показывать, так как это довольно-таки долго. Я небольшие кусочки нарезала, просто чтобы смысл был понятен. Просто в круговую вокруг всего туловища я приваливаю синтепух. Синтепух приваливаю до тех пор, пока мне не покажется достаточным объем тела. Причем приваливаю я не делаю прям жесткое тело, оно у меня довольно-таки мягенькое, приятненькое на ощупь. Хотя тут на любителя. Дальше абсолютно то же самое я делаю с ножками. Сначала приматываю синтепух к одной и ко второй ножке. Сначала приматываю синтепух к одной и ко второй ножке. Затем я приваляю синтепух к нижней части туловища, к той части, которая соединяется с ножками. А затем уже приступаю непосредственно к приваливанию синтепуха к ножке. Кстати, делаю я это двумя иглами. Одной это нереально долго будет. Если вдруг ножки начинают ударяться друг об друга, можно что-нибудь положить между ними. Итак, одна ножка готова. То же самое делаю со второй. И вот уже готовы обе ножки. Итак, общий объем набрала туловища и ножек. И теперь уже можно сделать какую-то коррекцию. Сейчас это все бесформенно. Во-первых, я талию немножко уплотню.
Во-вторых, я добавлю попку своему кролику. И в-третьих, у меня явно не хватает туловища с правой стороны. Я добавлю туда синтепуха. Дальше добавлю плечика. И точно так же добавлю другое плечо. Обязательно смотрю, чтобы у меня плечики на разном уровне были. Так как у меня идет опора на правую ножку, соответственно, левое плечико должно быть выше. Левое я сужу не от себя, а от кролика, с его позиции. Дальше можно приступить к обтяжке. Руками пока заниматься не будем. Я беру трикотажную ткань черную, так как кролик у меня черный, размером чуть больше того участка, который я сейчас сваляла. И промежность между ног я выделяю ручкой. Сначала я ложу кролика, просто прямую провожу, а затем делаю небольшую дугу в этом месте. Вот здесь уже хорошо видно. Дальше под низ ложу точно такой же кусочек трикотажа, булавочками их соединяю и прошиваю это место. Прошиваю швом назад иголку. Итак, прошила, булавочки убрала. И теперь можно вырезать внутреннюю часть. Припуск небольшой оставляю, где-то 3 миллиметра. И теперь все это я выворачиваю. И обтяжку я не буду ни по каким выкройкам обтягивать, я буду делать это прямо на кукле уже формировать. Во-первых, я продеваю ножки в это отверстие, остальную ткань распределяю по туловищу. И теперь начну с промежности, так как там у меня уже шовчик есть. Я немного там натягиваю ткань и булавочками закрепляю, чтобы она у меня никуда не съезжала. То же самое делаю сзади. Дальше довольно-таки сильно натягиваю ткань и закрепляю ее по бокам. И на плечах. И точно так же ножки. Слежу за тем, чтобы шовчик у меня был по центру внутри, тот, который мы уже сделали. Можно даже его зафиксировать там внутри, чтобы он никуда не съезжал. И то же самое делаю спереди.
Итак, как всегда, не включила вовремя камеру. Сбоку я отрезала лишнее. При этом у меня довольно-таки большие зазоры остались сбоку. Это не страшно. У меня трикотаж очень хорошо тянется, поэтому я все это натяну, и у меня закроются боковинки. И дальше я начинаю пришивать. Пришивать я буду потайным швом. Пришивать начинаю не снизу, не сверху, а с середины. Так меньше шансов где-то скосить. И дальше постепенно убирая булавочки, хорошенько затягиваю ткань. Прошиваю до самого верха. И дальше еще прошью немного плечика. И дальше сверху тоже можно убрать лишнюю ткань. Оставляем столько ткани, чтобы было удобно ее потом подвернуть. Затем приступаю к пришиванию ножки. Ножку утяжкой можно формировать. Сверху я утягивать сильно не буду, но чем ниже я буду подходить к коленке, к икре, тем сильнее я буду стягивать ткань. За счет этого у меня получится более широкое бедро и более узкая нижняя часть. Итак, дошла до самого низа. И оставшуюся часть я подворачиваю до уровня надрезика, на котором мне нужно соединять ткань и полимерную глину. Дальше вдеваю иглу и в круговую делаю шов вперед иголку, при этом хорошо затягивая. Итак, вот одна ножка готова. Видно хорошо, что он у меня такой мягенький. Я даже где-то могу подправить синтепух. Со второй стороны я буду делать то же самое. Итак, прошила боковинку, и вот здесь хорошо видно, что я прошила плечико, ну, вплоть до самой шейки. Дальше на шее я, так же как на ножке, делаю шов вперед иголочку в круговую, при этом ткань немножко подвернув вовнутрь. И делаю так для верности пару кружков. И стягиваю обязательно, чтобы ткань была очень плотно вокруг шейки. И дальше сделаю ножку. Итак, я уже сделала туловище, ножки сделала. Остались только ручки.
Точно так же, как и с ножками, и с туловищем, приматываю синтепух. На правой ручке у меня кривизна в каркасе. И вот на этом этапе нужно ее подправить, потому что потом будет уже не так удобно. Итак, прикрепила синтепух. И дальше я его приваливаю. Приваляла в круговую и добавлю плечико. Итак, вот уже обе ручки готовы. Дальше взяла два небольших кусочка, по длине они чуть больше, чем та часть, которая у нас занимает синтепух. Дальше ищу лицевую сторону. Прикладываю ткань и креплю булавочками. И первым делом я зафиксирую ткань на плечике. Опять же, подворачиваю ткань. И сделаю буквально несколько стежков. Буквально сантиметр сверху прошью. Опять же, все тем же потайным швом. Итак, прошила, убираю ниточку с иголкой. И дальше я натягиваю трикотаж. Опять же натянула и лишнее срезаю так, чтобы у меня осталось пространство от одного края ткани до другого. Потому что в процессе шитья мы очень сильно будем натягивать ткань. И нам не нужно, чтобы там прям комом собиралась ткань. Дальше я стягиваю ткань под мышкой у кролика. И затем уже можно прошить оставшуюся часть плечевую, вот эту, до самого верха, до того места, где мы уже прошили. Все, ткань в плечевой зоне соединена с туловищем. И дальше начинаю прошивать саму ручку.
Здесь у меня при набивке, точнее при приваливании, получилась довольно-таки толстенькая ручка, поэтому я буду очень хорошо утягивать ткань, чтобы сделать ручку как можно тоньше. Дошла до самой ручки, лишнее срезала, прошью до конца. Затем убираю все булавочки. И точно так же, как с ножкой, подворачиваю ткань внутрь. Делаю в круговую шов вперед иголку и при этом затягиваю, так чтобы ткань попала вот в тот самый разъемчик, который мы делали для соединения с тканью. Левая ручка готова. То же самое я делаю с правой. И вот у меня уже готовы правая и левая ручка. Вот так вот это красиво все выглядит. Синтепух по бокам еще не доставала, чуть попозже все это уберу. Ну, тут легко все вытягивается. Я развернула правую ручку. У меня была ладошечка вверх, теперь я сделала вниз, так как у меня по эскизу она смотрит наружу. Так как у меня мягкая довольно-таки проволока внутри, я сейчас в процессе могу все это формировать. И теперь можно сравнить нашего кролика с эскизом. Он полностью совпадает. Пока руки сгибать не буду, потому что мне кофту пришивать будет удобнее с вот так вот расставленными руками. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и творите вместе со мной.